Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Страшная история тройного убийства в Пермском крае леденит душу. Пройти мимо, не ужаснувшись, нельзя. Сказать, что сейчас весь поселок Октябрьский, где случилась эта трагедия, в шоке, не сказать ничего. «Доченька, кто это с тобой сделал? Кто? Люди, помогите, они же все тут мертвые!» Этот душераздирающий крик слышали даже на окраине поселка. 2 марта 2021 года в одном из частных домов поселка Октябрьский на улице Интернациональной были обнаружены 3 тела, жестоко изрубленные топором. Первыми 42-летнюю медсестру Гульнару Горбунову потеряли коллеги. Женщина всегда приходила на работу вовремя, а тут задерживается и на звонки не отвечает. «Я заволновалась», — говорит подруга Гули, Лариса. Женщины вместе работали в местной больнице. Для нее всегда существовали только семья и работа, и такого никогда не было, чтобы она взяла и пропала. Я позвонила ее соседям, чтобы сходили, проверили. Сосед Ханиф сначала тоже пытался дозвониться до Гульнары, а потом отнес ее ключи матери. Пожилая женщина зашла в дом и увидела страшную картину. Изуродованные тела дочери, 12-летней внучки и, как предполагалось сначала, 16-летнего внука. Выбежавшие на ее крики люди вызвали полицию, и уже через несколько часов весь поселок гудел от жуткой новости. Женщина и ее дети были жестоко изрублены топором, а муж Гули, 40-летний Алексей Горбунов, исчез. Еще накануне по поселку поползли слухи, что Алексей, убив жену и детей, ушел в лес и спрятался там. Люди боялись выходить на улицу и отпускать детей в школу, пока он был на свободе. К поискам мужчины решили привлечь гражданских, охотников, которые хорошо знали местность, и водителей снегоходов и вездеходов. А на выезде из Октябрьского выставили патрули. Полицейские досматривали всех выезжающих и проверяли багажники. 42-летнюю Гулю Горбунову и ее 12-летнюю дочь опознали сразу. На плечах у девочки был рюкзак. Она даже не успела снять его после школы. Голова третьего человека была сильно изуродована. Полицейские пришли к выводу, что это 16-летний сын женщины, Вадим, а пропавшего главу семейства объявили в розыск как подозреваемого в убийстве. Узнав о трагедии, в школе начали собирать деньги на венки для 12-летней Оли и 16-летнего Вадима. Полиция целый день искала главу семейства как главного подозреваемого в кровавой бойне, но внезапно пришел отчет судмедэксперта. Ко всеобщему шоку, 40-летний Алексей Горбунов, которого разыскивали оперативники, оказывается, лежал на их столе. Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка, объяснили в пресс-службе СУ-СКР по Пермскому краю. Это произошло из-за сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран. Кстати, первой несостыковку заметила школьная учительница. Весь поселок оплакивал гибель подростка, его сестры и мамы, а Вадим, как ни в чем не бывало, был онлайн в соцсетях. Сутки, пока шла экспертиза, никто и не думал искать десятиклассника. Сам он это время был в Екатеринбурге. Горбуновых в маленьком рабочем поселке хорошо знали. «Семья у них положительная, родители трудолюбивые люди», — говорит их соседка Эльзира. Гуля была медсестрой, была очень боевой, строгой женщиной, командиршей по натуре. А папа Алексей, напротив, был достаточно спокойным, небольшого роста, субтильного телосложения. Уезжал работать вахтовым методом, его часто не было дома. Старался заработать, чтобы обеспечить семью.
Сын Горбуновых учился хорошо и старательно. 3 месяца назад Вадима перевели в параллельный класс. Там был другой преподаватель математики. Для школьника это было важно, потому что он мечтал поступить в политех или горно-нефтяной колледж, поэтому усердно занимался математикой и физикой. Было у юноши и несколько хобби. Увлекался стримингом и даже пытался вести трансляции, а также разрабатывал со знакомыми компьютерные игры. Также он неплохо освоил гитару. Люди, близко знавшие Вадима, говорили, что в последнее время он увлекался снюсами, подушечками с никотином. В большом количестве он оказывает возбуждающее действие на нервную систему. Ребенок становится агрессивным, его настроение может резко меняться, от апатии к агрессии и обратно. В разговоре со СМИ подруга школьника рассказала, что на атмосферу в семье он не жаловался. Конфликтов с родителями в последнее время не было. Ну так, обычные, бытовые. Он рассказывал о мелких ссорах и все. «Ну как обычно, знаете, почему посуду не убрал?» – сказала девушка. Однако юноша, который начал подозреваться в расправе над близкими, казался некоторым соседям нелюдимым. Но многие списывали это на сложный, переходный возраст. Это маленький, щупленький мальчик. Мне до сих пор трудно представить, что он убил своих родителей и младшую сестру, говорит Эльзира. Мы были соседями, но он никогда с нами не здоровался, был очень замкнутым. Ходил все время с опущенной головой. Был хмурым и никогда не улыбался. И с друзьями-подростками я его ни разу не видела. Соседка рассказала, что ее дочь и младшая дочь Горбуновых, Юля, учились вместе в 6 классе местной школы номер 1. Когда она бывала в гостях у Юли, рассказывала, что ее старший брат Вадим все время сидел за компьютером, надев наушники, всем своим видом показывая, чтобы к нему не лезли и не трогали его. Жил в своем мире. Вот сейчас с вами говорю, и у меня мурашки идут по коже. Этот нелюдимый юноша мог ведь расправиться и с подружками своей сестры, если бы они в тот день вместе не пришли к ним домой. Горбуновы жили на улице Интернациональной, от центра поселка Октябрьский 10 минут пешком. Они только недавно построили новый дом, подвели газ. Казалось бы, жить и жить. Я ведь Вадима своим сыновьям частенько в пример ставила. Мне он казался серьезным, вдумчивым парнем, закончил музыкальную школу, хорошо играл как на пианино, так и на гитаре. Думал даже стать профессиональным музыкантом. Его не видели в плохих компаниях, он не пил, не курил, хорошо учился. Сосед Горбуновых Геннадий винил во всем компьютерные игры. Подростки привыкли там легко рубить, убивать героев, а потом дело доходит и до реальных, живых людей. В поселке Октябрьский, по рассказам соседей, у Гули живут родители, а у Алексея старший брат. Они часто бывали в доме у родственников. Теперь местные жители считали, что Вадим мог расправиться и с ними, окажись они тогда в доме. Многие в Октябрьском винили в случившемся родителей Вадима. В школе одноклассникам парень жаловался на частые сильные головные боли. Рассказывал, что не спит по ночам. Ему казалось, что его кто-то зовет. Школьник явно нуждался в помощи медиков. Кто-то даже говорил о психическом расстройстве. Вечером 1 марта 2021 года соседи рассказали, что видели, как около 6 часов домой с работы возвратилась мать 2 детей Гуля. Вадим в это же время уже был дома, а чуть позже, в течение получаса, соседи видели, как по улице с большим рюкзаком возвращался домой глава семейства. Слово за слово, у родителей с сыном начался конфликт. Первый он убил мать, когда та хлопотала на кухне и готовила ужин. Просто подошел сзади и ударил топором. Отец в это время был на улице и не видел ничего. Позже мужчина зашел в дом, прошел мимо кухни, не заметив жену, и зашел в туалет. А там сын отца с топором дожидался. Потом переодел его в свою одежду, изуродовал его тело топором. В районе 7 часов пришла с занятий в школе искусств 13-летняя сестра. Обезумевший подросток не пожалел ее, убил как свидетельницу. После кровавой расправы, когда на месте преступления уже лежали изуродованные тела родителей и сестры, подросток начал думать, что ему теперь делать. Сначала решился на суицид, но потом передумал и решил все-таки бежать. На следующий день он взял лыжи, пошел через лес на кладбище к могиле бабушки. Говорит, хотел попросить прощения и попрощаться. Взяв дома деньги, он забронировал билет на одном из сообществ попутных поездок и, закрыв двери родительского дома, уехал на такси в Екатеринбург.
В Екатеринбурге парень снял номер в хостеле и пробыл там до приезда полиции, отыскавшей его по свежей ориентировке. Школьник расправился со всей семьей с таким хладнокровием, что поначалу те, кто хорошо знал этого худощавого, болезненного отличника, только отмахивались от новости. На его защиту встала педагог школы искусств, которая просто не могла представить, как лауреат всероссийских конкурсов, хрупкий домашний мальчик с тонкими пальцами музыканта мог взять топор и убить всех своих родных. «Ему просто не хватило бы физической силы», — говорила преподаватель детской школы искусств в Октябрьском Любовь Ермухаметова. Мама отправила мальчика к нам из-за его проблем со слухом, чтобы как-то пресечь дальнейшие осложнения. Мальчик часто участвовал в мероприятиях и конкурсах. Как мне кажется, с мамой у него были хорошие, доверительные отношения. Отец часто уезжал в командировки, поэтому сын был ее правой рукой и помогал во всем. Ни разу не приходил с невыполненным домашним заданием. Со взрослыми общался уважительно, с друзьями вел себя спокойно и рассудительно. Наверняка в этом деле замешан кто-то другой, но точно не он. Но на следующее утро после задержания подросток написал чистосердечное признание в убийстве родителей и сестры, а на следственном эксперименте в родном доме показал, как шаг за шагом ходил с топором, наносил удары, дожидался отца, а потом расправился с младшей сестренкой. Убийство Вадим в чистосердечном признании объяснил не менее хладнокровно. «Меня все достало. Меня заставляли учиться и помогать по дому, а я не хотел этого». В районе от 5:30 и 6 я совершил второе убийство. Дальше в районе от 6 до 7 было совершено убийство 11-летней сестры. Со слов моего подзащитного, у него накопилась обида и на мать, и на отца, и на сестру. Длилось это все несколько лет и в какой-то момент переполнило чашу, рассказал адвокат 16-летнего подростка Сергей Ладин. И произошло то, что произошло. С его слов, его постоянно подставляла сестра, а попадала ему. Родители постоянно говорили, что он плохо учится, что надо учиться лучше, и на этой почве возникали семейные ссоры. Сейчас он искренне раскаивается и понимает всю пагубность и тяжесть того, что натворил. Судя по тому, насколько невозмутимо подросток все это сделал, свои преступления он совершал далеко не спонтанно, а продумывал все убийства давно и достаточно тщательно и многократно прокручивал в своей голове свой чудовищный план. 5 марта в Октябрьском хоронили Гульнару, Алексея и маленькую Юлю. Отца на русском кладбище, мать и девочку на мусульманском. На прощание и погребение пришел почти весь поселок. Люди несли цветы, венки и игрушки. Как объяснил адвокат подростка, версия, что обвиняемый любил играть в компьютерные стрелялки и перепутал реальную жизнь и виртуальную реальность, пока не нашла своего подтверждения. В рамках расследования уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, и уже специалисты сделают свои выводы и заключения по этому вопросу, сказал Сергей Ладин. Подросток мог избежать заключения лишь в том случае, если судебные психиатры заключат, что на момент совершения общественно опасного деяния он был невменяем, рассказал пермский юрист. В том же случае, если эксперты сочтут его психически здоровым, то, скорее всего, учитывая особую жестокость убийства, суд назначит максимальную меру наказания – 10 лет лишения свободы. Поскольку законные представители мертвы, они будут заменены педагогом. А в остальном процесс ничем не будет отличаться от взрослого, обычного. Комментировать бесчеловечный, чудовищный поступок невероятно сложно. Задавать традиционный вопрос «кто виноват?» не хочется. Найти бы невиновных. В этой трагедии только один такой персонаж. Это убитая девочка. А все остальные, если прямо и не виноваты, то причастны, считает детский психолог Сарьяна Пономарева. Подросток совершил преступление, и в случае признания его вменяемым будет отвечать по закону. Но ведь не с неба он упал сразу таким вот 16-летним злодеем. Он рос в конкретной семье, ходил в детский сад и школу. Не может характер человека формироваться в вакууме. Развитие и становление происходит в поле отношений. Что надо было делать с человеком, чтобы он впал в дикую ярость или наоборот, хладнокровно спланировал чудовищное убийство?
Этот характер надо было взрастить в определенных условиях. Подавляющее большинство преступников в детстве подвергались насилию – физическому, эмоциональному и сексуальному. Жестокость порождает жестокость. Более того, происходит ее эскалация. Взрослым важно знать, что дети, подвергающиеся различного рода насилию, испытывают постоянный гнев, который не могут до поры до времени направить на людей, причинивших им боль. В какой-то момент чаша переполняется, и школьник совершает страшный поступок. В данном случае убивает семью. Можно ли было предусмотреть, предупредить? Да, это называется профилактика. Мы не знаем, кто конкретно бил, унижал или оскорблял парня, но вокруг всегда были другие люди, и это происходило на их глазах. При минимальной активности взрослые могли бы заметить, в каком эмоциональном состоянии находится подросток, увидеть, что его настроение часто меняется, спросить, с чем это связано, поинтересоваться, какие ресурсы он посещает в интернете, встревожиться и направить к специалистам, одним словом, наблюдать, видеть, проявлять внимание, разговаривать. Никаких особых знаков, флажков, кнопок у ребенка нет. У него есть 20 лет жизни рядом с вами. Радуйтесь каждому дню, проведенному вместе, комментирует дело специалист. Пермский психиатр Артем Насыров также прокомментировал произошедшее. Повышенная агрессивность – одна из частых жалоб в детско-подростковом возрасте. Все начинается еще в дошкольном возрасте, но у большинства детей с усвоением правил и норм поведения, с формированием жизненного опыта агрессия нивелируется. Однако есть группы детей, у которых агрессия не только сохраняется как устойчивая форма поведения, но и развивается, трансформируясь в качество личности. Этому могут способствовать особенности семейного воспитания. Ребенок также может наблюдать их в обществе и у сверстников. Хотя все эти факторы условны и далеко не у всех вызывают агрессивное поведение, как можно заподозрить агрессивное поведение? Оно проявляется еще в детском саду. У большинства детей наблюдается прямая и косвенная вербальная агрессия, от жалоб и фантазий «позову папу, и он тебя побьет», до прямых оскорблений. Разумеется, об агрессивности нельзя судить только по внешним ее проявлениям. Нужно выявить мотивы и сопутствующие ей переживания. Для этого надо обратиться к детскому психиатру, который попробует разобраться в причинах и постарается помочь. Для многих родителей поход к психиатру является большой трагедией и чем-то стыдным. В таком случае можно обратиться к детскому психологу, который разработает коррекционные программы и при необходимости порекомендует консультацию врача. Судебное заседание проходило с 6 по 8 сентября 2021 года в закрытом режиме, так как рассмотрение дела в открытом судебном заседании могло привести к нарушению охраняемой законом врачебной тайны. В связи с этим многие детали дела были скрыты от общественности. В процессе участвовали родственники со стороны матери и отца, представители потерпевшей стороны. Законным представителем был дядя подростка. Защиту осуществлял адвокат Безруких, предоставленный государством. Поскольку специалисты-психиатры сделали вывод, что в момент совершения общественно опасного деяния и на момент следствия он не осознавал происходящее и не мог руководить своими действиями, он не подлежит уголовной ответственности, а нуждается в применении мер медицинского характера. 8 сентября судом по результатам рассмотрения материалов уголовного дела вынесено постановление об освобождении подростка от уголовной ответственности и применении в отношении него принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. В соцсетях бурно обсуждали это решение. Кто-то писал, что через 3 года выйдет из психушки и всех порежет. Кто-то заявлял, что его заколют там до состояния овоща. На вопрос, изменится ли что-то в его участи, когда ему исполнится 18 лет, ответил прокурор Октябрьского района. «Думаю, в данном случае нет. Вне зависимости от возраста лечение продолжается по решению суда при наличии соответствующего заключения специалистов». На вопрос, раскаялся ли подсудимый в последнем слове, мужчина пояснил, что подросток не признан виновным. Процедура этого не предусматривает. А вы, дорогие подписчики нашего канала, как считаете, что толкнуло подростка на такое страшное преступление? Можно ли было избежать жуткой трагедии? Как вовремя заметить в ребенке предпосылки отчаянного поступка?
Согласны ли вы с мнениями специалистов? Считаете ли вы разумным заключение подростка, убившего всю свою семью, в психиатрическую больницу вместо колонии? Делитесь своим мнением об этом деле в комментариях, а также пишите, какие еще дела вы бы хотели видеть изложенными на нашем канале. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.